Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем повязку спицами, обвяжу крючком. Узор очень простой, всего 12 петель, в высоту раппорт 10 рядов. Для поворотного вязания набираем число кратное 12, плюс 1 петлю для симметрии и 2 петли кромочные. Вязала спицами номер 3, пряжа в 100 граммах, 100 метров. Итак, я набрала на спице 15 петель, это 12 плюс 1 для симметрии и плюс 2 кромочные. Первый ряд вяжу установочный, его назову нулевой. Его провяжу, все петли провяжу изнаночными. Первую петлю кромочную снимаем и все остальные петли вяжем изнаночными петлями. Кромочную провяжу изнаночной. На спице 15 петель. Начинаем первый ряд узора. Первую кромочную снимаю, лицевая петля, накид, 4 изнаночные петли, 1, 2, 3, 4, 3 вместе изнаночной, провязали, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, накид, лицевая петля, кромочную вяжу изнаночной. Провязали первый ряд. Поворачиваем вязание. Изнаночная сторона у нас всегда вяжется одинаково. Мы здесь все петли будем вязать изнаночными всегда. Второй ряд и все четные ряды. Второй ряд узора и все четные ряды узора вяжем изнаночными петлями. Кромочную вяжу изнаночной. Второй ряд узора провязали. Третий ряд узора. Кромочную снимаем. Лицевая. Накид. Лицевая петля. 3 изнаночные. 1, 2, 3, 3 вместе изнаночной, провязали, 3 изнаночные, 1, 2, 3, лицевая петля, накид, лицевая петля, кромочную провяжу изнаночной. Готов третий ряд узора. Поворачиваем вязание, все изнаночные ряды вяжем изнаночными. Кромочную снимаем и все остальные петли до кромочной вяжем изнаночными петлями.
кромочную провяжу изнаночной. Готов 4-й ряд. 5-й ряд узора. Кромочную снимаем, не провязывая. Лицевая, накид, 2 лицевые, 1, 2, 2 изнаночные, 1 изнаночная, 2 изнаночная, 3 вместе изнаночной, провязали, 2 изнаночные, 2 лицевые, 1, 2, накид, лицевая петля, кромочную провяжу изнаночной. Готов 5-й ряд узора. 6-й ряд изнаночная сторона. Этот ряд вяжем изнаночными петлями. Кромочную снимаем и до кромочной петли все петли вяжем изнаночными. Кромочную вяжу изнаночной. Переходим к 7-му ряду. 7-й ряд узора. Кромочную снимаю, лицевая петля, накид, 3 лицевые петли, 1, 2, 3, 1 изнаночная петля, 3 вместе изнаночной, провязали, изнаночная петля, 3 лицевых, 2, 3, накид, лицевая петля, кромочную провяжу изнаночной. Готов 7-й ряд узора. Переворачиваем вязание, все изнаночные ряды вяжем изнаночными петлями. Кромочную снимаю и все петли до кромочной вяжу изнаночными. Кромочную изнаночной. Переходим к 9-му ряду. Кромочную снимаю, лицевая, накид, 4 лицевые, 2, 3, 4, 3 вместе изнаночной, провязали, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, лицевая петля, кромочную провяжу изнаночной. Раппорт узора почти связан, и последний ряд раппорта узора все петли вяжем изнаночными. Кромочную снимаем и все петли до кромочной вяжем изнаночными. Кромочную провяжу изнаночной.
Вот у нас готов раппорт узора, 10 рядов в высоту. Далее узор повторяем с первого ряда. Вяжем полоску, равную обхвату головы. Я связала полоску, равную обхвату головы. Вот такой узор получается. Можно сразу обвязать, кому нужна узкая повязка. Я решила сделать опять чуть пошире. Для этого половину петель я собрала на маркер. Вторую половину, здесь на одну меньше, здесь на спице оставила. Сейчас будем убавлять от середины, для того, чтобы совместить края. Первую петлю снимаю. И теперь все петли здесь вяжу лицевыми. Убавлять буду в изнаночных рядах. Буду провязывать в начале ряда по 2 вместе. Сейчас вяжу лицевые. Сейчас из протяжки, так, нет, сейчас, наверное, даже подхвачу 2 ниточки, добавлю петлю, потому что у нас на маркере собрано, у нас же было 15 петель, и вот чтобы получить равное количество, наберу петлю, и сейчас в начале ряда изнаночного ее же убавлю. И буду убавлять по 2 петли в каждом изнаночном ряду, пока у меня не останется 3 петли. Можно повязку сделать не такие убавления, а также сделать, вот как мы в начале, острый угол, чтобы был, и тогда можно будет сделать повязку с петелькой и пришить пуговицу. То есть еще есть такой вариант. Лицевой ряд вяжем без изменений лицевыми петлями. Убавления все будем делать в изнаночных рядах. В начале ряда будем провязывать по 2 петли вместе. До тех пор, пока у нас на спице не останется 3 петли. На спице осталось 3 петли. Сейчас провяжу их вместе. И первая половина у нас будет готова. Так, сейчас сразу присоединю. Вот так у нас это будет выглядеть. С изнаночной стороны провяжу столбики без накида.
до угла. Вторая половина уже на спице. А то, что мы сделали, вот эту сторону, сейчас я столбиками без накида сразу присоединю. Мы присоединились, у нас осталась петля. Она нам не нужна. Сейчас мы протянем первую петлю сквозь нее, чтобы сравнять количество петель. Так, все. Присоединились. А теперь будем делать убавки. С этой стороны убавки будем делать на лицевой стороне. Будем провязывать по 2 вместе лицевой, а изнаночный ряд будем вязать без изменений изнаночными петлями до тех пор, пока на спице не останется 3 петли. Их провяжем вместе. Три петли провяжу вместе. Вторая сторона готова, ее также присоединяем. Вот такой задний шов у меня получился. Здесь немножко выступающие части, но это при обвязке мы скроем. Сравняем. Присоединяю нить к выступающей части. Это у нас заменит петли подъема. И вяжу
столбики с накидом. Я перешла на крючок 3 миллиметра. Провяжу не совсем до конца ряда. Сейчас покажу. Я дошла до места, где полотно расширяется. Сейчас постепенно будем переходить на столбики без накида. Провяжу, пожалуй, полустолбик. И далее столбик без накида. Вот у нас полотно сравнялось. А вот здесь уже начну обвязку. С этого места начну обвязку. И так буду вязать весь круг. Другую сторону обвяжу точно так же. Я аналогично уже обвязала вторую сторону. Вот такая повязка у меня получилась. Вот так это выглядит сзади. Сзади у нас полотно сравнялось. В высоту повязка получилась 11 сантиметров. Вот такая повязка получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!